довольно непривычно, на самом деле, в таком формате пока что работать. Вот. Это обычно здорово, когда видишь людей, аудиторию, можно общаться вживую. Но, пожалуй, для начала я начну с того, что хотелось бы всех поддержать и приободрить. Я думаю, что вся та ситуация, которая сейчас происходит в мире, она скоро закончится, и мы сможем все вместе встретиться офлайн, опять же, поделиться эмоциями, впечатлениями, поговорить вживую на интересующие наши темы. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Лето не за горами. Вот. И я надеюсь, что много хороших встреч и мероприятий также будет офлайн в этом году. Вот. А сегодня мы с вами будем говорить об Enhanced Media Gallery. Это один из новых компонентов, который разрабатывается в Magento, и его основная цель – это улучшение работы с медиаконтентом в платформе из коробки. Вот. О чем мы сегодня будем говорить? Изначально я хочу подвести вас просто к пониманию важности визуального контента, то есть почему он важен, как он вообще влияет на e-commerce. Дальше кратенько познакомить вас с Adobe Stock Integration и перейти уже к рассмотрению Magento Enhanced Media Gallery. Вот, рассказать, что это, я опять же покажу, потому что модуль уже рабочий, есть много функционала интересного. Ну, а дальше, если останется время какое-то, проведем небольшую сессию ответов на вопросы. Итак, да, тут в самом начале меня спрашивали, Саша, вот где камера? Я могу ответить так, карантин не щадит никого, даже мою камеру. Вот. Обычно я выгляжу примерно так, как слева, да, но вот шла иная неделя карантина, и, пожалуй, уже вот, наверное, я все ближе и ближе к такому образу. Но да ладно, если кто меня еще не видел, не знает, то вот меня зовут Александр Шкуркос, разработчик программного обеспечения в компании Match.com, и этот доклад выполнил с огромным уважением и любовью к Open Source и Adobe Stock Integration Project. Как я изначально говорил, изначально хочется подвести к важности визуального контента. И вот что такое основное зрение? Да? Оно обрабатывает от 80 до 90% входящей информации. Оно обладает самым коротким временем отклика на обработку этой информации. Общение и коммуникация между людьми также намного проще, комфортнее и передает больше контента, если мы видим кого-то. И очень важно, что в минимальном объеме визуального контента можем передать огромнейший объем информации. Ну, вот, давайте быстренько пробежимся по этим пунктам. Первое, вот смотрим мы на картинку, и буквально за секунду получаем полное понимание, наверное, того, где это, как это и что. Ну, во-первых, это лето, море, пляж. Скорее всего, это какая-то средиземноморская, побережье Средиземноморья. Можем по архитектуре посудить. То есть за буквально несколько долей секунды наше сознание уже получает полную картину. То есть вот это результат визуального контакта с картинкой. Дальше общение и коммуникация между людьми и предметами намного проще при наличии, опять же, визуального контакта. Но в качестве пруфа я подумал, что лучше всего показать, какое есть разнообразие всевозможных сервисов для проведения видеовстреч. Вы знаете, что во время карантина, и когда все работают больше всей части из дома, то очень важно, допустим, созваниваться со своими тиммейтами, вести диалог и наблюдать друг друга. То есть, опять же, это еще один плюсик в копилку значимости визуального контента. Ну и дальше, наверное, мой любимый пункт – это в минимальном объеме визуального контента можно передать огромный объем данных. Вот согласитесь, каждый день мы пользуемся, допустим, каким-то мессенджером, и с помощью эмоджи мы можем передать целую историю. От поздравления до выражения своих эмоций, там, любви, ненависти, одобрения. Дальше стикеры тоже, с помощью них можно писать целые рассказы и истории. Ну и пиктограммы. Тут, наверное, каждый согласится, что получая, допустим, информацию с дорожных знаков, да, мы сразу же понимаем, как нам нужно действовать на дороге, куда нам нужно перекладывать руль, куда поворачивать. То есть, опять же, все это происходит за доли секунды, и это также является визуальным контентом. По поводу e-commerce. В e-commerce выделяют, наверное, следующие категории. Это картинки, инфографики, фото-видео, презентации и какие-то еще графические материалы. Их всех относят
как раз-таки вот к этому визуальному контенту, он играет огромную роль в маркетинге, в продвижении, восприятии тех проектов и бизнеса, которые у нас есть. В Magento существует следующий набор инструментов, который работает с медиаданными. В комьюнити Enterprise версии совсем нам хорошо известно это CMS, PageBlock Widgets, Page Builder, который есть для Enterprise, и с недавнего времени уже есть Adobe Stock Integration, который присутствует как в комьюнити, так и в Enterprise. И вот, опять же, в следующем релизе, в 2.4, будет добавлена Enhanced Media Gallery, так, имеет такое название. Это то, что сегодня я буду показывать, рассказывать. Посмотрим, что нового у нас будет для работы с картинками. Для начала хотелось бы все-таки рассказать, что такое Adobe Stock Integration, потому что многие путают Adobe Stock сервис с каким-то функционалом, связанным именно с продажей, с количеством товаров, со всего прочего, но на самом деле нет. Adobe Stock сервис – это один из самых больших сервисов компании Adobe, в котором можно найти всевозможный графический контент, от картинок до видео, до каких-то 3D-моделей. И вот, если коротко, то это одна из первых интеграций сервисов Adobe и Magento. Это здорово, что это на 100% community project. Начало разработки было положено приблизительно в мае 2019 года, и на данный момент мы уже имеем один из релизов. Вот текущая версия 1.0, но вот скоро у нас релиз, и killing фичей как раз-таки будет являться Enhanced Media Gallery. Ну, вот я думаю, что интереснее всего будет посмотреть на эти вещи вживую. Давайте сначала просто покажу. Вот, собственно говоря, сервис Adobe Stock, в котором мы, допустим, можем поискать какой-то медиа-контент, подобрать его для своего блога на проекте, можем подбирать в нем картинки по авторам, по каким-то категориям. И это все хорошо для маркетинга, это все хорошо для оптимизации поиска вашего ресурса, продвижения его, вообще просто для юзабилити. И была такая идея, как бы здорово было его заинтегрировать в Magento. Вот давайте я вам покажу. Это чистая Magento версия 2.3, последняя. И тут, наверное, я не открою ни для кого ничего нового. Это стандартная медиагалерея. То есть все мы уже давно ее знаем, что тут у нас там есть какие-то папки, картинки, мы можем загрузить что-то, оно тут отобразится, и потом использовать это в нашей работе. Вот, в принципе, она так говорит. Такой вариант не позволяет комфортно, быстро производить навигацию среди огромного количества медиаресурсов, если они у вас на проекте. И вот для решения этой задачи начал разрабатываться проект Enhanced Media Gallery. Опять же, это все как мое видение. Так, это уже тоже, правда, 2.4. И здесь я также покажу вам тоже работу медиагалереи. Смотрим, пока у нас идет... Да, сейчас у нас должна быть обычная медиагалерея. Вот. Теперь на уровне настроек стора, даже глобальных, у нас появляется возможность настроить, точнее включить Enhanced Media Gallery. Вот обратите внимание, просто одна настройка, мы нажимаем Yes, нажимаем Save. Все, я думаю, что она уже готова к работе. То есть мы переходим в настройки, Content, Select from Media Gallery. И тадам! У нас открылась медиагалерея. Как вы помните, когда я ее открывал в первый раз, то не было никаких медиафайлов. Я ничего не загружал, а тут при открытии не появились. Это одна из первых технических фишек, которая очень интересна на этом проекте. При включении Media Gallery происходит автоматическая индексация всего
медиа-контента, который у вас находился в основной медиа-директории. То есть в данном случае у меня были там какие-то картинки, и произошел файловый индекс. Вот. Это первое, наверное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Так как модуль разрабатывается, активно ведется его разработка в данный момент, то к нему применяются там самые лучшие практики ревью кода со стороны основных мейнтейнеров и архитекторов Magento, поэтому я думаю, когда вы его можете открыть, посмотреть, то есть там модуль, называется сейчас я вам точно скажу, даже Media Gallery Synchronization. В этом модуле вы можете посмотреть пример того, как работать с файлами, того, как обрабатывать, получать с них информацию и, допустим, записывать в базу данных эту информацию. Ну вот. Перед нами Enhanced Media Gallery. Что здесь нового? Давайте сначала начнем прямо с картинки, наверное, с самого интересного. Во-первых, у каждой картинки у нас появляется возможность посмотреть ее детали, информация о том, какой это тип, когда она была создана, когда она была модифицирована. Есть информация о размере, высоте, ширине. Также отсюда ее можно, допустим, удалить и то есть довольно удобно. Зачем нужна такая, допустим, информация о детали картинки? Это необходимо в основном при создании страниц блога, виджетов, или когда вы решаете, там, к примеру, какого качества или какого разрешения вам нужно выбрать материал. Дальше, помимо всего прочего, у нас есть замечательный поиск. То есть теперь, если вы загрузили месяц назад пак из там, 1000 медиа-ресурсов и не можете отыскать нужную вам картинку, то вы всегда сможете приблизительно ее отфильтровать по какому-то имени или параметру. На данный момент у нас есть фильтр по названию, тайтлу или, допустим, keywords, я покажу это позже. Вот. А сейчас я продемонстрирую, как работает Adobe Stock Integration в интеграции с Enhanced Media Gallery. Вот. При нажатии Search with Adobe Stock мы получаем контент из Adobe Stock сервиса по запросу через API. Вот. Дальше каждую из картинок мы можем с вами просмотреть. Опять же, функционал аналогичный тому, что у нас есть на сервисах Adobe Stock. То есть мы можем фильтровать по каким-то кейвордам, мы можем выбирать больше из этой серии, мы можем сделать license and save, но это уже платный функционал. То есть в аккаунте вы можете сохранить превью. Допустим, если эта картинка вам понравилась, и она вас устраивает, то вы нажмете license and save, оплачиваете ее, и она появляется у вас в медиаресурсах. Но давайте посмотрим, как она работает, если save и save preview. Я выбрал какой-то медиа-контент из Adobe Stock сервиса, и он появился у меня в Enhanced Media Gallery. Опять же, смотрите, удобно, мы сразу видим все атрибуты, мы видим тайтлы, а когда нажимаем на View Details, то у нас появляется расширенный вариант этой информации. Также мы видим, в каких тегами она наделена, и дальше категория автор и ID. Весь этот раздел, который находится под Adobe Stock, вот этот в будущем, он будет позволять искать по вашей медиагалерее файлы. То есть, к примеру, вы, опять же, сохранили картинку, вам неудобно будет переходить в другую директорию, а хотелось бы найти, там, я не знаю, допустим, от этого же автора, то по клику на нее будет происходить поиск. Дальше из таких интересных моментов, опять же, хотелось продемонстрировать поиск, допустим, там по тем же тегам. У нас есть, вот, допустим, выберем так, да, пробуем. Лон не отфильтровала. Скорее всего, нужно запустить какой-то индекс. У меня рабочая версия, может быть, это из-за этого. Но, в принципе, все должно быть хорошо. И так, также есть набор различных фильтров, которые помогают нам отфильтровать контент по его статусу license and license, дате модификации и источнику. Источник у нас, получается, идет Adobe Stock и uploaded locally. Это как раз-таки те
фильтры, которые помогают тоже определить, какой контент у вас сейчас загруженный через Adobe Stock Service или же локально с вашего сервера. Что касается дальнейших планов и функционала Adobe Stock Integration, сейчас один из открытых pull-реквестов относится к получению информации о том, где используется в данный момент эта картинка. В блоке под основными сведениями будет расположена информация, которая посвящена, к примеру, использованию в каком продукте, в какой CMS-пейдже, в каком виджете, сколько раз она используется и когда. В принципе, это должно помочь конечному пользователю правильно менеджить свои ресурсы. То есть, открывая картинку, желаю ее, допустим, удалить, перед удалением вы увидите, ага, она у меня использует в 2-3 продуктах, на каких-то CMS-пейдж, на виджетах, и тогда уже сориентируетесь и сможете ее не удалять или, наоборот, принять какое-то действие. То есть вот это и есть Enhanced Media Gallery. Она разрабатывается в скопе проекта Adobe Stock Integration. Если кто-то захочет присоединиться, пожалуйста, комьюнити и open source там всегда радостно. Ну и, наверное, в завершении я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которые участвуют в разработке этого проекта. Вот просто если посмотреть на активность с 21 апреля 2019 года по сегодняшний день, она не угасала ни на день. И Сергей Ващенко, Назар, Жанкар, парни из Atrix – это все те люди, которые приложили огромные усилия и сделали большой вклад для того, чтобы комьюнити-проект развивался. И на данный момент мы могли предоставить нашим пользователям возможность Magento работать с медиа-контентом на совершенно новом уровне. Вот. У меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Алло, да, Саша, спасибо большое тебе за доклад. Есть пару вопросов к тебе. В частности, вопрос про теги для картинок. Их нужно вручную прописывать или использовать технологии ML для автоматического лейблинга? Спасибо, очень классный вопрос. Теги сейчас подтягиваются из Adobe Stock сервиса, то есть там у каждой картинки есть вот эти теги, они загружаются автоматически, и одна из фич, которая будет реализована в ближайших релизах, да, возможность добавлять теги картинки самостоятельно, когда ее загружаешь, допустим, через upload image, или же, допустим, потом их можно изменить для тех, которые загружены через Adobe Stock. Хорошо, спасибо, Саша, за ответ. Еще вопрос от Романа Слюсаря. Будет ли возможность розумної оптимізації зображень? Завантажити зображення з Adobe Stock у файлову систему, чи кожного разу робиться запит до Adobe Stock? Нет, там получается каждый раз, когда вы нажимаете Save Preview или License and Save, вы получаете физически эту картинку. То есть она автоматически загружается на ваш файловый сервер и будет храниться там. И также один из ближайших майлстонов будущих релизов будет включать в себя возможность изменения размера оригинальной картинки. Вот, я не помню, к сожалению, будет ли оставаться при этом оригинал, но я думаю, что да, это будет логично, но вы будете иметь возможность картинку кропнуть. То есть, к примеру, у вас есть оригинал, там, я не знаю, 3000 на 3000 пикселей, и для какого-то контента вам понадобится, к примеру, там 150 на 150 или же другой какой-то формат. И вы будете иметь такую возможность изменять разрешение. Отлично. Спасибо, Саша, за ответ. Как раз ты ответил на еще один вопрос от Александра Третьяка. Будут ли инструменты редактирования картинок, а-ля обрезка, масштабирование и так далее. И, пожалуй, последний вопрос. Это интересно, когда скачиваешь с сервера через фильтры какие-нибудь, пропускают картинку? Я думаю, что нет, потому как, опять же, Adobe... сервер... Тут просто какой момент. Если картинка приобретается на Adobe Stock
сервисе, как я понимаю, то вы получаете оригинал без каких-либо фильтров и всего прочего. То есть вот, как говорится, что купили, то и получили. А когда картинка загружается с файлового хранилища напрямую, то никакие фильтры не применяются. То есть тоже какой был оригинал, так он, собственно, и поступит. Но опять же, смотрите, с файлового сервиса картинка не загружается, а считывается. Вот, наверное, правильный ответ. Она у вас остается в том же месте, где и была, а информация о ней уже переносится в базу данных. Вот. И там уже хранится все, и тип, и, возможно, теги. Сейчас одна, по-моему, из открытых задач посвящена тому, чтобы при считывании картинки с локального сервиса можно было получить как можно больше из нее информации. Для этого рассматриваются там, по-моему, сторонние библиотеки, но точно сказать не могу, просто, извините, подзабыл, волнуюсь. А так, да, это все в планах есть.